Всем привет! Если вы впервые на моем канале, то давайте знакомиться. Меня зовут Алина, и сегодня я хочу представить вам новую рубрику «3 минуты русского». В течение 3 минут я буду объяснять вам новые слова, интересные выражения или грамматику на русском языке. Вы можете включить субтитры на английском, французском или испанском языках, если они вам необходимы. А также вы можете включить субтитры на русском языке. И давайте начнем. Сегодня я хотела поговорить о слове «нужно». Это очень важное слово, которое вы будете использовать в своей повседневной речи постоянно. Но нужно быть внимательными. Так, например, слово «нужно» мы будем использовать с глаголами. И оно всегда будет в этой форме «нужно» плюс местоимение в дательном падеже. То есть мы не будем говорить «я нужно», «ты нужна», «он нужно». Мы скажем «мне», «тебе», «ему», «ей», «нам», «вам», «им нужно». И таким образом мы можем сказать «мне нужно работать» или «тебе нужно посмотреть этот фильм». Также вы можете услышать слово «надо». Это то же самое. Нет никакой разницы. Здесь мы можем сказать «мне надо работать» или «тебе надо посмотреть этот фильм». Но возникают проблемы, когда нам нужно что-то сказать о существительных, о вещах или людях. Здесь нам нужно будет менять это слово в соответствии с родом существительного. Так, например, если в предложении у нас слово мужского рода, мы скажем «нужен». То есть «мне нужен отдых» или «тебе нужен телефон». Отдых, телефон – слова мужского рода, поэтому нужен. Далее, если слово женского рода, тогда мы меняем слово «нужен» на «нужна». Итак, получится: ему нужна машина, ей нужна работа. Опять машина, работа, женский род. Далее. Если слово среднего рода, то тогда мы возвращаемся в начало урока и берем то же самое слово, которое мы использовали с глаголами, то есть нужно. Итак, у нас получится: ей нужно новое платье или нам нужно время. Время – это слово исключение. Оно выглядит как слово женского рода, но на самом деле это средний род. И последнее. Если мы говорим о существительных множественного числа, здесь не важно, какого рода это слово. Всегда будет только одна форма «нужны». Например, нам нужны ножницы или им нужны эти книги. Вот и все, что я хотела сказать об этом слове и о его правильном использовании в русском языке. Я надеюсь, что это видео было полезным, и вы для себя запомнили, как правильно использовать это слово. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые видео.